Привет, друзья! Знаете, что это такое? Я сейчас вот туда вот скажу. Привет, это вот сейчас вот, да, это обзор умного дома TP-Link Tapo. Вот смотри, покажи эту камеру. Я сейчас жду техника, который ее должен сюда замонтировать. Но она уже работает. Смотри, то есть сейчас мы видим дворик. Я могу помахать сюда рукой. Вот он я, красивый такой о себе. Но это все мелочи жизни. Пошли посмотрим, что есть сейчас в моем доме и как это все работает, как это все синергирует. Это просто бомба. Давайте заходим. Перво-наперво, иди сюда, иди сюда. У нас сейчас, когда мы заходим, смотри, у нас должен загореться свет. Вот сюда, снимай. Мы заходим, и у нас, тадам, мы зашли, загорелся свет. Это чудо, сказал бы я, но на самом деле это все мелочи жизни. Заходи, закрывай и поехали смотреть. Перво-наперво, ты видишь кнопка, классная кнопка. Есть вот датчик двери, открытие, закрытие. Такие датчики можно вешать на окошко. Ну, на текущий момент, да, вот они, видишь, как срабатывают. Есть у нас здесь датчик движения. Вот он, датчик движения я поставил. Сейчас оно настроено, и здесь у нас лампочка. Объясню. В данный момент у нас синергия, настроена таким образом, что при входе у нас зажигается, при выходе у нас, знаете, что происходит? У нас весь дом отключается, все розетки отключаются, свет выключается, и дом становится под охрану. Это, кстати, у нас вот этот вот пресловутый хаб, о котором мы поговорим немножечко позже. Пресловутый хаб Tapo. А вот смотри, я сейчас нажму вот так вот. И у меня сработает система, и у меня сразу выдает здесь оповещение о том, что в мой дом, вот, в доме вор, все. У меня в доме вор, боже, что делать? Мы его выключили. Тут все на самом деле просто. И те, кто думает, что умный дом это нечто страшное, я вам сейчас покажу, как это все классно работает. Мы с вами потом, я вам сейчас вкратце покажу, что у меня здесь уже установлено. Потом мы с вами распакуем это все, а потом посмотрим на практически все умные сценарии работы. Но есть пару моментов, которые хочу показать прямо сейчас. Вы видели камеру, да? Вы видели камеру. Смотрите, все очень просто. Мы сейчас видим именно приложение умного дома Tapo. Вы видите огромное количество устройств, которые у меня есть. Огромные моменты автоматизации. Пылесос у меня даже там подключен, но об этом чуть позже. В данном случае у нас есть свет, которым я могу управлять вот таким вот образом. Включать, выключать, делать его ярче, делать светлее. И при этом я могу видеть даже потребление. Представляете, сколько вот эта штука ест? Она вообще энергоэффективная. Она может гореть постоянно в вашем доме и вообще практически ничего не делать. Это вот за сегодня она спалила, работала чуть меньше часа. Это вообще просто какой-то капец. Дальше. Мы можем ее настроить по расписанию, мы можем по таймеру, мы можем... Ой, у нас детектит движение. У нас детектит движение теперь постоянно будет сейчас нам сигнализировать. Собака моя лает. Мы можем выключать ее, включать, это все красиво. При этом эта лампочка может синергировать практически со всеми устройствами. Например, мы можем сделать то, что вы видели, да, она синергирует с нашим датчиком движения. Кстати, вон датчик движения, пожалуйста, мы тоже увидим его на распаковочке. Он просто тупой датчик, который энергоэффективный, от батареи может работать год. Есть у нас вот это главное устройство Tapo Hub. Обычно я прячу вот эти устройства, его тоже спрячу, я специально оставил пока его здесь, для того, чтобы подключить. Подключен он сейчас через кабель, потому что нужен для первой настройки, а будет подключен через Wi-Fi. Через Wi-Fi будет спрятан. В нем есть, кстати, огромное количество будильников. Смотрите, вот, например, есть такой противный, слушайте. То есть, представляете, да, человек заходит, у него срабатывает, вот, если он не санкционирован, он не знает, вы там дом не идентифицировал вас, и все, и начинается вот этот вот ад, вы его где-то спрятали, и еще и попробуй найти. У него есть microSD карточка, где можно сохранять вот эти все дела. Тут есть различные сценарии умных дел, например, нажать для тревоги, да, у нас есть, вот видите, вот это дело нажимаем, и у нас срабатывает, вот мы получили тревога, сработал сигнал тревоги. То есть, по сути, это классная тема, которая у нас работает
Например, у вас дома ребенок сам, и он не может оповестить, вот где-то телефон, где-то он там задел, да, он подбежал, бамкнул кнопку, что-то происходит, и вы уже понимаете, что у вас дома что-то происходит. Вы включили камеру и посмотрели, а вот камеры, ну у меня пока наружка, я сейчас заказал еще внутреннюю, а вот камеры, пожалуйста, это 2К качество. Ребята, это 2К. То есть, если посмотреть, то есть, есть у нас режим дня, ночной режим, можем делать фотки, можем просто-напросто фотографировать и можем еще туда звонить. Можем, например, если эта камера стоит на улице, где-то у вас на входе, сверху висит, и кто-то подошел, нажал, тоже там поставили умную кнопку, и он нажал на дверной звонок, или на дверной звонок именно TP-Link, вы позвонили там, алло, я вас слушаю, и вас там будет слышно. То есть, да, слышишь? О, я себя слышу. Я себя там слышу, прикинь. Это прикольно, кстати, да. Да, моя собака реагирует. А у меня там мама ходит. Подожди, сейчас мама. Сейчас. Мама, а ты меня слышишь? Вот, все, мама, а ну подожди. Она должна... Алло, а еще раз скажи что-нибудь. Раз, два, три. Вот. Да. Еще песенку спой. Мама, не морозься. Маму не будем третировать чуть-чуть. Да все, мы услышали. Мама, хватит, остановись. То есть и мы можем здесь не только это все делать, мы можем еще и загружать эти все действия, вообще не вопрос. И могу напросто это все загружать вообще без вопросов. Видите, я тут разговариваю, все классно. То есть камера это тоже классная тема. Но это тоже все абсолютно только малая часть из того, что есть. Например, он может на вот этот вот датчик, реагировать. И вы когда зашли, он тоже у меня включает свет на датчик. Например, датчик этот не сработает, этот сработает. Либо вы зашли, нажали на умную кнопку, и у вас включился весь дом. Но давайте, вот это все на канале Технозон. Пошли, короче, дальше. Ну что, а теперь мы в студии с вами рассмотрим все эти устройства поближе, чтобы вы понимали, из чего же все собрано и вообще как оно вообще выглядит вблизи. Вот, да? Вы видите, у меня здесь огромное количество устройств ТАПа, здесь у меня мой пылесос, который мы сейчас уберем, потому что он немножко будет на старте у нас мешать. И будем сейчас, мы попросим Леночку, бери камеру, подходи к нам, и мы будем сейчас с тобой рассматривать каждое устройство по отдельности. Начинаем мы конкретно со Smart Motion Sensor. Это то, что нас обычно встречает в доме, когда мы заходим. Леночка, нам нужно что-то остренькое, потому что это новые у нас сенсоры. Так, открываем. Смотрите, чем уникален данный сенсор? Он у нас фиксирует движение на расстоянии до 7 метров и под углом 120 градусов. Позволяет это все, скажем так, избежать животных, попадания животных, да, то есть вот он сам по себе смарт-сенсор. Здесь у нас мы вытаскиваем, он включает батарейку, потому что он конкретно от батареи. И знаете, что самое интересное? Больше 1 года он от одной батарейки будет работать. У нас вот монтаж на 3М-овскую пленочку, пожалуйста. Вот, все у нас делается очень просто, элементарно. Смотрите, как он выглядит. У нас есть встроенные магниты, можно использовать либо 3М-пленочку, либо встроенные магниты. Честно говоря, очень классная вещь. Поэтому поехали дальше. Это обязательно рассмотрим. Следующее у нас это переключатель. Умный выключатель. В данном случае он может использоваться как пульт дистанционного управления. Еще поддерживается голосовое управление. Он может работать по расписанию, конечно же. Есть у него режим отсутствия. У нас есть, скажем так, замена инструментов и может работать без, скажем так, вот смотрите, батареечки у нас в комплекте здесь лежат. Есть? Да, видно. То есть просто-напросто может работать без нейтрального провода. Смотрите, у нас вот сам по себе выключатель. У нас есть крепежи. Это самый простой выключатель, который может быть подключен у нас в доме. Просто вместо обыкновенного выключателя. Есть вот открытие-закрытие. Вот, открыли, вставили батарейки. Все это конструкция очень прикольная и закрыли. Все. У нас просто-напросто
монтируются два провода из нашего выключателя, и мы получаем с вами вот этот вот умненький выключатель, который у нас работает. Вообще отлично. Смотрите. Ну, просто работает. Вы пришли там, раз он включился, раз выключился. Классная тема. Опять же, работает со всеми датчиками. У нас он дистанционно управляется голосом, работает по таймеру и есть режим отъезда, скажем так. Давай, Аленочка, помогай нам это все убирать, для того, чтобы у нас был свободный стол. Следующее это у нас лампочка TP-Link. Я с такой смарт-лампочкой имел уже дело. Она, кстати, работает не только с хабом, она работает через приложение TAP отдельно, может интегрироваться в Google Home. Очень прикольная штука. Смотрите, видите, у нас написано даже хаб не нужен. У нас есть удаленное управление, расписание, голосовое управление. Есть режим вне дома. Давайте открывать ее. Сейчас посмотрим, что у нас там за лампочка. Это моделька лампочки L510E, европейская версия. Сама по себе лампа выглядит таким вот образом, как обыкновенная LED-лампочка. Вы ее вставили, включили, она законнектилась к Wi-Fi, через приложение TAP можете ее управлять. Обыкновенная лампочка. И это, кстати, у нас, видите, 60 Вт, 806 люменов яркость, достаточно неплохо. Поехали дальше. После лампочки у нас идет, смотрите, вот такая вот TAP-розетка. Розетка просто топ. Объясню. С данной розеткой я реализовывал... Тапа-топ, да, тапа-топ. Я реализовывал классные такие вещи, как подключение увлажнителя через датчик, допустим, той же самой влажности, датчика температуры. Вы можете запрограммировать ее на включение, допустим, того же самого там кофеварки. Если у вас кофеварка, допустим, настроена на бодрое утро, то есть вы должны уже вставать, да. Вы сюда можете запрограммировать вентиляторы, вы сюда можете запрограммировать, например, какие-нибудь системы охлаждения, которые нужно только подавать питание. Или, допустим, то же самое, сюда можно включать системы отопления. То есть подача. Ну вот смотри, например, датчик сработал, что у тебя упала температура ниже там 20 градусов. Раз она включилась и дает, да, она достаточно мощная, чтобы выдержать, она 16 ампер. Она достаточно мощная, чтобы выдержать, например, датчик. То есть ты раз оно включилось, датчик там тебе подогрело комнату, оно будет держать автоматически тебе температуру. Это классная тема, вообще классная. У нее есть таймер, есть Energy Monitoring, Voice Control, то есть можно управлять голосом. Сама она у нас с входными параметрами 200, сейчас посмотрим, где у нас здесь. Это, кстати, TAP P110. Вот, максимальная нагрузка 3688 Вт. 3680 Вт, 240 вольт, от 100 до 240 вольт, 50-60 Гц. Ну, это же круто, круто. Хорошо, откладываем эту розетку. Нам, смотрите, что еще у нас есть. Да, давай пока убирай. А вот это то, что обычно используют в паре. Это температурный датчик, а это у нас монитор температуры и влажности. Очень классная тема. Да. Да. Здесь тоже это все дело на батареечках. Кстати, энергоэффективная штука. Смотрите, вот сам по себе мониторчик. Вот он. Я могу, кстати, вставить батарейки. Это просто цифры. Да. Упс. Вот, пожалуйста, 27,4 градуса, 54 градуса у нас влажность, да, такое, знаешь. Но это все мелочи жизни. Кстати, очень прикольно, что от одних батареек может очень-очень долго работать. Так, это откладываем. Сам по себе датчик температуры, смотрите, смарт-датчик. Здесь у нас чуть-чуть побольше разных аксессуаров. У нас есть и скрепочка, и магнитики на 3М, и сам по себе датчик. Смотрите, как он выглядит. Сейчас его достану. Вот как он выглядит, смотрите. Это скрепочка для того, чтобы открывать батарейный отсек. Батарейный отсек у нас на энергоэффективных батарейках. То есть для того, чтобы его запустить, вы просто-напросто выдергиваете этот хляст и начинает у вас работать батареечка. Здесь есть инструкция. Что? Веревочка? Куда-то подвесить, не знаю. Кстати, он работает каждые 2 секунды, обновляет, и у него точность плюс-минус 0,3 градуса по температуре и плюс-минус 3% относительной влажности. То есть он тоже, кстати, у нас поддерживает
оповещения на телефон, у него домашний, можно подключать в домашнюю автоматизацию, но для него нужен конкретно домашний хаб. То есть как минимум нужен какой-нибудь Tapo Hub H100, который мы сейчас рассмотрим. А вот эта штука, я забыл сказать, здесь 2,7 дюймовый вот этот экран, он сохраняет последние данные даже без батареек. Я уже поняла. Это E-Ink, Вот предыдущий. E-Ink экран, да, это дисплей E-Ink, очень прикольный. Он, кстати, тоже у нас работает с автоматизацией, со всеми вот этими фишками, но ему тоже... Батарейки ты вынял? Да, я Да. вынял, оно остается. То есть, но ему нужен тоже хаб. То есть к нему нужен точно так же хаб. А вот без чего нормально дом умный не построишь. Ты можешь купить какие-то устройства отдельные, которые работают без хаба, но для того, чтобы сделать автоматизацию, вам нужен хаб. Объясню. Вот этот вот разумный хаб Tapo, это вообще Tapo H200 у нас. Смотрите, как он выглядит. Он маленький. Он крутой, его можно включать в сеть LAN RJ45. Видите, у него есть оповещение. И эта штукенция поддерживает до 64 устройств плюс 4 камеры. Ого. 64 устройства, ты можешь на него разные датчики, розетки, 64 устройства повесить на хаб. И при этом еще 4 камеры. Мало того, у него есть, видишь что? У него есть локальное хранилище microSD до 512 гигов, и ты можешь сюда записывать видео из камер наблюдения. Вот прям сюда. То есть ты его где-то спрятал в доме, ты его где-то спрятал, и он пишет локально. То есть даже если у тебя придут вандалы, эти камеры выдерут, он запишет и сохранит это все на карточку. Удобно. Это очень удобно. При том, что в комплекте у нас есть, видишь, LAN RJ45, есть скрепка для открытия, конечно же, и есть блок питания. То есть для него нужно питание и нужно его включать в сеть. По Ethernet он работает до 100 мегабит в секунду, и очень нужен именно через порт Ethernet. Первичная настройка происходит у нас этого самого хаба. У него есть голосовое управление, работает с Alexa, с Google Home, конечно же. То есть ты можешь его интегрировать практически в любые вот эти вот известные системы умного дома. А знаешь, у него есть, кстати, 19 вариантов звонка. У него есть таймеры и расписание, а главное еще у него есть беспроводная связь со всеми этими датчиками, еще и энергосберегающая. Здесь есть кнопка синхронизации, ты просто-напросто его синхронизируешь, и вот у тебя он просто-напросто классно работает. Так, убираем хаб. Смотри, что у нас еще есть. У нас есть датчик открытия дверей. Как ты будешь ставить на охрану дом? Вот, например, ты будешь знать, что кто-то зашел. Я мужа попрошу. Смотри, мы берем, ты сейчас вот сказала про мужа, а подписчики все сейчас расстроятся, они просят тебя показать. Я же тебя-то не показываю, в тайне держу. Смотри, датчик открытия дверей, магнитный датчик, конечно же. То есть работает как стандартный, многие на магазинах видели, да, как там у нас есть, вот таким вот образом, видите. То есть размыкание у нас происходит здесь, в этой части магнит, в этой части у нас батарейка. Вот, пожалуйста, тоже у нас все это дело открывается. Подходит для монтирования через 3М пленочки на окна, на двери. Очень классно совмещен с Tapo. Моментальное оповещение, то есть мгновенное срабатывание. Если кто-то вскрыл, то ты получишь уведомление на свой телефон, что какая-то подлюка залезла в твой дом. Вот так вот, все. Поэтому это откладываем. И знаешь, что у нас еще есть? Вот эта штука. Это смарт-кнопка. Например, ты можешь на эту кнопку запрограммировать. Я тебе сейчас ее покажу, чтобы ты понимала, когда ты ставишь ее в себе в умный дом. Вот эта смарт-кнопка, ты выходишь из дома, ты нажала на смарт-кнопку, ты можешь запрограммировать, например, выключить все розетки и поставить дом на этот. Я могу запрограммировать любую функцию? Да. Ух ты ж, ё. Например, выключить все розетки умные. Или включить кондиционер. Я могу? Или выключить кондиционер, или поставить дом на охрану. О, Например, ты выходишь, она у тебя стоит, ты можешь ее прикрутить. Видишь, она на магните может работать. Здесь есть крепежный материал, ты можешь ее приклеить на 3М. Класс. Здесь есть все, что угодно. Ты вот так вот выходишь, так, все. И у тебя весь умный дом, твой хаб, включает камеру, активирует, включает, допустим, различные варианты, там, выключает розетки определенные. Ты вошла, там еще раз, 2 раза нажала, и он, например, там включит там что-то. Ты можешь все, что хочешь делать, на разные там зажатия. Все это классная тема. У него есть, кроме того, что одиночное нажимание, двойное, у него есть еще и поворот. Да. То есть, например, ты можешь менять яркость или температуру света. Класс.
запрограммировать. То есть эта умная кнопка, она очень многофункциональна. То есть не только там поставить, допустим, два, ну, если брать конкретно про свет, как можно его сделать, например, одно касание, это включение-выключение света ты можешь сделать, вот умные лампочки, да, там двойное касание и сменить эффект осветления, допустим, поворот — это яркость лампочки, это очень классная тема. А эта штука вообще топ, это Tapo P300, это умная розетка с Wi-Fi, с 18-ваттной быстрой зарядочкой, с 3 розеточками. У нас 1,5-метровый корд, именно сам по себе кабель. Смотрите, классная тема. Дальше, давайте открывать. Смотрите, сейчас я ее достаю. Тоже полная интеграция в Google Home. И выглядит это действительно вот как обыкновенный удлинитель, но нет. Но нет, смотрите, управление голосом, расписание, у нас индивидуальный контроль, это имеется в виду, у нас можно управлять 3 разумными розетками, вот этими умными розетками отдельно с помощью голосовых команд, программы, быстрая зарядочка, как я уже говорил, Power Delivery 18 Вт, QX Charging, вы можете смартфончики заряжать, все что угодно. У нас есть дистанционное управление, режим вне дома. Это, знаешь, розетка для того, чтобы сделать твой дом, который умный, вот, кстати, он 10 ампер, она 10-амперные розетки здесь поддерживается. То есть ты можешь сюда влупашить. Я вот такую штуку использовал обычно на кухне, когда чайник, вот у меня не умный чайник, ну нет у меня денег, дорого. Я ставлю чайник, допустим, вечером, он у меня со включенной кнопкой, мне надо закипятить воду. То есть с утреца там раз по расписанию розеточка, оп, включилась, чайничек там, тук-тук-тук-тук-тук, и тост ты можешь туда закинуть в тостер, тосты уже готовы. Я тебе серьезно говорю, люди такое реализуют. А вообще на самом деле ты можешь сюда включить все что угодно. Тот же самый, опять же, ну у нас там отдельная розетка была на, как я показывал, а здесь ты можешь то же самое реализовать, только это хаб розеток, еще и с быстрой зарядкой. Очень классная тема, мощный, очень огнеупорный пластик с возможностью крепления, он приятный на ощупь, это не Китай, это вот именно действительно огнеупорный классный пластик. Видите, у них розетки даже пронумерованы. Все, у нас здесь кнопочка есть. Давай убираем. У нас тут остались еще кое-какие устройства. 2К видеокамерка. Сейчас вы обалдеете. Вот это классная тема. При этом, верни сюда коробку. Куда ты ее выкинула? Верни коробку. Вот она. Это тапа. Вот такая. Мало того, эта тапа имеет защиту от влагозащиту. Она может работать через Wi-Fi. У нее конкретные 2560 на 1440. У нее стоит датчик Starlight. Это датчик, скажем так, звездного неба, который делает изображение очень высокого качества, очень высокого качества в условиях слабого освещения, кстати. У него звуковая и световая сигнализация, определение, у нее есть датчик движения, плюс у нее есть, да, антенны здесь, видишь, такие вот поворотные, плюс у нее сюда можно до 512 гигабайт карточку вставить, вот это вот, кстати, немаловажно вариант. Тут карточка, и там еще может быть карточка, то есть ты можешь поставить куда угодно. Она, видишь, на таком вот, на такой штуке, да, то есть на шарнире ты можешь ее, очень удобно, да, то есть кто-то у тебя там во дворе лазит, у нас там или на машину. Да, и там на умную кнопку нажимаешь, активируется розетка, поднимается такая штука, и собачка выходит, да? Такая, здравствуйте, да. Шпиц? У тебя шпиц, да? Да, тогда, знаешь, чтобы закрывала, чтобы шпица не украли, да? Ой, или так. Блок питания с длинным этим кабелем, моменты крепления и влагозащищенные вот контакты, скажем так. Все, для влагозащищенных контактов. Слушайте, ну это классно. Смотрите, из устройств умного дома у меня осталась еще лента. Убери, пожалуйста, камеру, Леночка. Так, а вот теперь смотри. Это LED-лента 5-метровая, RGB-шечка. RGB-шечка. Смотри. Это RGB-лента. Очень красиво. Да. Ну, включи, я же тебе показывал уже. Ну, смотри, у нас есть вот такой вот контроллер с кнопкой. Смотри. И сюда еще подключается блок питания. И вроде бы все, да? Но это адресная лента с адресным RGB. То есть можно включить на каждый из 50 отрезков ленты свой визуальный эффект. Белые светодиоды
Можно ее использовать как обычное освещение, то есть как, знаешь, такое, Да. да, как обычное освещение. Потом у нас можно разные световые эффекты, вот как на лентах делаются, да? То есть вот, Да, ну, там там, на допустим, одной поморгать, сплошной. да, там сплошной. Светомузыка, поддержка Apple HomeKit, ассистент Google. Сама по себе она из полиуретановой оболочки сделана, то есть она абсолютно безопасная. Абсолютно, попробуй ее на ощупь, она вот такая, вот, знаешь, вот именно качественная Да. лента. Ой, ух ты. Она потребляет 12 вольт 0,9 ампер, то есть максимально 10,8 ватт. И может работать без центра управления. То есть у нее есть Wi-Fi, то что может, видишь, подключаться тоже на тапу. Очень классная вещь. Ну и конечно же, вишенка на торте у нас. Давай вот это убираем. Это моя любимая штука. Можешь это заснять? 4200 паскалей у нас он сосет, скажем так. Это сосун на 4200 паскалей. Это Tapo RV30. Давай мы сейчас его приоткроем. Сейчас мы вскроем его. Вот, иди сюда. Знаешь, что самое в нем уникальное? Это то, что в нем есть лидар. Лидар. Лазерная навигация, скажем так. Смотри, я это сюда убираю потом. Будешь это... Буду искать. Да, будешь искать. В нем есть лидар. Это значит, что он не будет сталкиваться. Подожди, куда ты убираешь? Это значит, что он не будет сталкиваться ни с какими объектами. У него навигация даже в темное время суток. Знаешь, как там, я на Xiaomi видел там камеры, я, кстати, использовал. Вот, пожалуйста, у нас есть лидарчик. Можно даже управлять без каких-то моментов. Смотри, что у нас снизу есть. Щетка такая вот, загребающая. При этом мелкая, смотри, с мелкой вот такой для очистки самого вот этого вот этой впадинки. Контакты зарядки. Вот такая вот щеточка у нас, смотри, есть. Основная загребающая. Смотри, как все. Это от бумаги у нас. Смотри, как все классно сделано. Слушай, попробуй, какая она прорезиненная. Ух ты. Прикольчик. Дальше у нас есть контейнер, который достается вот так вот одним взмахом руки, скажем так. И ты можешь его чистить. О, пожалуйста. И ты можешь его чистить здесь же и для воды, и для всего. Вот, пожалуйста, у нас тут тоже зарядка есть. Сюда набирается вода для моющих функций. То есть здесь у нас показано, как с ним взаимодействовать. Это отличное решение. Теперь сам пылесосик посмотрели, у него есть все датчики от падения, от там чего угодно. То есть тебе достаточно просто включить. Вот у нас модуль тряпочки. Смотри. Ты просто-напросто взяла, вот когда он там почистил, тебе нужно взять его каким-то образом и нафигачить на него тряпку. Вот так. Ух ты. Все. Все, и он пошел мыть. Ну, здесь две тряпки, одна в комплекте еще, да. То есть и он пошел мыть. Все, у нас с тобой вот эта штука, она просто-напросто обалденная. Смотри, вот. Отдельно. И снимается точно так же легко. Замонтировала и точно так же сняла. О, все. Они у нас поворотные. Сама по себе док-станция и сменный фильтр. Ребят, ну вы увидели, что у нас есть, да? Пошлите еще посмотрим некоторые с вами варианты использования данной системы вот именно в совокупности. А теперь я тебе покажу, как у меня в спальне. Смотри, я использую здесь стрип-ленту. Ну, сейчас мы видим подсветочку, да, там красную. Ну, давай так приблизим чуть-чуть, дай мне камеру. Мы видим, что у нас есть снизу подсветка, есть сзади кровати подсветка. Мы видим смарт-кнопку, датчик влажности и температуры, смарт-розетка и увлажнитель. Объясню. Дело в том, что в данном варианте я не использую кондиционер, но влажность бывает действительно не очень хорошей, поэтому приходится регулировать. Регулируется она у меня через смарт-розетку, через автосценарий и плюс через смарт-кнопку. Что я запрограммировал на смарт-кнопку? Если я тапаю один раз, оно включает, еще один раз выключает, включает, выключает. Я могу менять эффекты. Смотрите, какая красота. Знаете, как это ночью выглядит? Вы сейчас видите, как это ночью выглядит. Здесь можно разные эффекты включать. Сейчас мы их еще разберем, кстати, с вами. Эти самые эффекты. Торч вообще. А если я клацну 2 раза, смотрите, то у меня включается увлажнитель. То есть, если я лежу на кровати,
и, допустим, я чувствую, что мне там дышать как-то не очень интересно, я 2 раза тапнул, еще раз, и у меня все выключается. Все. Теперь, Леночка, иди помоги мне, пожалуйста. Сейчас я покажу по автоматизации различные эффекты. Теперь смотрите, у меня здесь включена лента. А ну давай поменяем чуть-чуть с тобой положение. Смотрите, у меня здесь включена лента. Я могу этой умной светодиодной лентой, так чтобы было видно, да? Мы можем менять цвета. Можем менять цвета, можем регулировать яркость. Это прямо в приложении. Мы можем делать вот таким вот образом цвет выбрать. У нас есть разные спецэффекты. Теперь смотрите. Гирлянда. То есть мы сейчас с вами... Ну, туда вот лучше показывай. Мы сейчас включили с вами Хануку. Это эффект Ханука. Есть карамельный эффект. Сейчас он начнет переливаться. Это дом с привидениями, кстати. Эффект такой. Потом День Святого Валентина. Ну, само собой, какой он еще мог быть. День рождения. Вуаля, такой цветной. Пати. Да, пати. Есть. А давай выключим свет. Вот так. О, так вот будет лучше. Да? Хэллоуин. Есть Новый год. Ну, вы же понимаете, да, для чего здесь сделана такая подсветка. Карнавал. Есть полярное сияние. То есть в темноте это все выглядит намного круче. Например, океан, кстати. А вот он океан, смотри. Вот оно как волны, знаешь, там находит, или вот там лунный свет. Ну, такая фигня, конечно, редкомастная. А вот звездное небо мне нравится. Вот оно как звездочки. Да. Как падают звезды, и ты лежишь там, допустим, у тебя чилишь. А вот вулкан вообще топ. Ну, это такая в порыве страсти, у тебя вулканические какие-то эти молнии. Какие секреты? Нет никаких секретов. Какие порывы страсти? Я уже слишком стар для этого дерьма. Теперь сосулька. О, сосулька это прям тематическая штука. Летом? Или по названию? Ну, понятно. Нет, это именно связано с постелью. Да, там. Радость. Здесь можно, знаешь, разные этапы. Ну, какая-то радость такая скудная. Но это очень действительно красиво, согласись. Да. Ну, это действительно красиво. То есть ты занимаешься там чем-то, своими делами, там, легла полежать. И сосулька. И сосулька, да. Ну, я, кстати, красный предпочитаю вообще. Или красный, или белый. Все понятно. Ночью. Теперь Sync to Sound. У нас есть режим Sync to Sound. Это когда у нас играет музыка. Мы сейчас включим с вами музыку какую-нибудь. Например, мою. Да, и вот оно под музычку у нас играет просто-напросто как светомузыка. То есть это играет моя песня просто из-за того, чтобы не было претензий правообладателей, но это очень прикольно. Это как светомузыка работает. Прикольно? Прикольно, действительно прикольно. То есть в данном случае, я сейчас остановлю звук, в данном случае это очень прикольно. Теперь по поводу автоматизации в данной комнате, по поводу вот этого вот датчика. Что мы сделали? Мы сделали очень классную штуку. У нас есть здесь, умная лента. Мы можем ее, кстати, просто включать, выключать, либо, допустим, на нее повесить триггер, когда я вхожу в комнату. Например, я могу повесить здесь датчик движения где-то, и когда я захожу в комнату, у меня будет включаться лента. Вот как вариант, вот как какое-то освещение. То есть это все автоматизируется очень прикольно. Теперь по датчику температуры. У меня стоит в умном доме в автоматизации вот влага. Но у меня там стоит, если влажность упадет ниже 57, я это специально вам включил для, скажем так, такого варианта. То есть у нас сейчас влажность 40, вот у нас, считайте, влажность упала ниже 57. И у нас включилась автоматически розетка. Вот, пожалуйста, то есть у нас влажность, он отследил вот эту влажность, вот этот датчик, сигнализировал в наш тапа умный, вот эту вот умную штуку в приложение. И приложение просто-напросто это сделало и включило через Smart Hub, через Smart Hub оно взяло с тапа данные и включило розетку. Все, когда влажность упадет, когда влажность, вернее, поднимется, у нас эта штука автоматически раз и выключится. То есть это действительно очень-очень все круто. При том, что лентой, там есть еще такая кнопочка, пошли покажу. То есть есть кнопочка, на которую вы просто можете нажимать и управлять, и там включать, выключать просто-напросто вручную. Хотя это все уже утопия. А вот теперь дальше. Для любителей завтраков, скажем так, умных, я вам расскажу. Смотрите, вот эта вот умная розетка Tapo, да, про которую мы еще поговорим. Ну, во-первых, здесь быстрая зарядочка, смотрите. Я вот такой вот раз, здесь Type-C-шечка, Type-A-шечка, и все они, смотрите, с быстрой зарядочкой. Смотрите, раз, быстрая зарядка. 3 розетки управляются отдельно.
я, знаете, как себе вот этот вот вариант здесь построил. То, что с утра я включаю, вот у меня чайник. Смотрите, у меня вот смарт-плаги. Вот я выключил только что смарт-плаг. При том, что этот смарт-плаг, каждая из этих розеток у меня считается просто-напросто отдельной. Я могу задать ей, допустим, расписание, что каждое утро, вот у меня чайник, я его включил, допустим, и у меня утром, я сейчас 12:40 ставлю, должна быть включена розетка. Все. Вот она сейчас включена, ждем 12:40. Буквально через каких-то 10 секунд она должна включиться, и мой чайник должен закипятиться. То же самое я делаю обычно с микроволновкой. У меня микроволновка вот такого типа, то есть она выставляется вот таким вот образом, то есть она выключается у меня изначально, я выключаю розетку, кашку с водой на вечер поставил в микроволновку, закрыл, поставил там, допустим, я сейчас этот смарт-плаг 2 выключу тоже, вот поставил на какие-то минуты, поставил на расписание тоже там каждое утро в одно и то же время, у меня включается чайник и включается вот эта штука, там каша залита, грубо говоря, водой уже. Все. А вот смотрите, у меня по расписанию 12:40 включился чайник. Пожалуйста. Вот он, пожалуйста, начал греться. То есть она работает по расписанию, это очень удобно. Притом вы можете все это выключить одним нажатием одной кнопки. При этом это же все можно задать по автоматизации, давайте это выключим. Все это можно задать по автоматизации, например, возвращение домой. Вот ты когда заходишь домой, у тебя срабатывает вечером, допустим, срабатывает датчик двери, срабатывает вот этот вот датчик движения, у тебя сразу же включается чайник на подогрев, например, у тебя сразу включается микроволновка, в ней что-то разогревается. Это как вариант тоже. Сюда можно подключить кофеварку, все что угодно. Ну, то есть, если у вас, знаете, такая кофеварка, которая такого типа с чашей, да, которую можно засыпать изначально, и она будет автоматически варить кофе. Это удобно, это невероятно удобно. Давайте пойдем с вами дальше пройдем. А теперь иди сюда. Смотри, кто там. Там у нас домашний питомец. Это у нас пылесос Тапо. Смотрите, у нас приложение. Давай, покажи сюда. У нас приложение. Сейчас мы можем просто-напросто включить на умную уборку. У нас, смотри, лидар уже отработал дом. То есть он... Да, вот это, нет, это лазерная штука, ну прекращай. Ты хоть не это. И ты можешь нажать, допустим, убирать, и он пошел убирать. При этом ты можешь этот пылесос запрограммировать. Так, стоп, давай домой для начала. Давай, остановись. Ты ж можешь убирать по зонам. Смотри, ты можешь выбрать зону. Ты можешь по комнатам убирать. Он разделил на комнаты разные дом. И можешь его отправить домой, допустим, да, там. Теперь мы можем выбирать порядок комнат, которые надо убирать вот этой штуке. Это вообще очень классно. И плюс мы можем задавать у нас, вот, смотри, у нас есть расписание. Мы можем выбрать время и даты, когда ему убирать. То есть, например, ты можешь, конечно же, управлять через умный дом, ты можешь управлять как хочешь, ты можешь его даже привязать, допустим, к тому же варианту ухода из дома. Ты нажала на умную кнопку через триггер, например, через умный, и, например, включить или выключить девайсы. Добавили автоматизацию, смотри. Добавить триггер. Ну, я как пример, вот смарт кнопка, одно нажатие, и мы можем добавить действие управления устройством в доме. Вот он, наш пылесос. Робот-вакуум. Начать уборку. Или мы можем еще и настроить эту уборку. Какая мощность, какой уровень воды. Это то, что он же может у нас не только, допустим, пылесосить, он же может еще и мыть. Но тут еще не все. В этой комнате я у себя реализую. Смотри, у меня осталось реализовать, я сейчас жду техника, у меня осталось реализовать умный выключатель. Это вообще классная тема. На распаковочке уже все видно. А теперь дальше пошли. Вот это. У нас второй вариант датчика. Наверное, плохо видно, да? Отлично видно, да? Но здесь у нас есть и температура, и влажность. Но так как у меня здесь еще я тоже сюда поставлю умный от Тапо конкретно увлажнитель. Ну и плюс я здесь, скажем так, оперирую
своим кондиционером. То есть я здесь нахожусь большую часть времени. Очень хочу на текущий момент сделать, чтобы у меня было, скажем так, еще и умное управление самим кондиционером. Я думаю пока, как это реализовать, но думаю, что TP-Link вот скоро очень нам что-то нам представит, очень крутое. Поэтому давайте так, поехали дальше. Друзья, мы снова в студии. Объясню. Я сейчас в студии где-то в километрах в 15 от своего дома. И я включаю свой TP-Link Tapo, грубо говоря, свое приложение, и вижу, что все мои устройства, смотрите, у меня контакт-сенсор дом закрыто, я контролирую. Я могу нажать на камеру и посмотреть, что у меня происходит сейчас во дворе. Видите сейчас камеру мою. Я могу, она мне будет просто-напросто детектить, я могу послушать, что там происходит. То есть я слушаю, я вижу, какая температура в доме. Вы видите? Какая температурка в доме. Я вижу, в разных комнатах. Я могу повключать розетки, повыключать. Вдруг у меня там чего-то включено, то, что мне надо из дому включить. То есть я могу сделать и управлять всем. Например, в холодное время я могу поставить обогреватель через розетку и получать свой, допустим, да, контролировать вот этот вот процесс и именно температуру, влажность. И с помощью, грубо говоря, увлажнителя, и с помощью своего температурного датчика, и с помощью, допустим, того же самого обогревателя держать определенную температуру. Это очень классно. Теперь смотрите, мы с вами на сайте, именно посвященному этому Tapo умные действия 2.0. Давайте закроем вот эту штуку. И здесь прям целый раздел посвящен именно умному дому. Магия умного дома. Например, там раскройте весь потенциал вашего умного дома. Из Tapo Smart Actions. Это легко, удобно, персонализация, эффективность, улучшенная безопасность. И теперь смотрите, какие примеры. Например, одно прикосновение к вашему настроению. Вечер кино. Оп, и все включается. То есть, вот видите, выключено, оно все включается, вы сели смотреть киношечку, видите, включили, выключили, включили, выключили. Что это обеспечивает? Это обеспечивает, например, та же самая лампочка, которая у нас есть, L510, есть у нас, допустим, включается телевизор вместе с ТВ-боксом, P110 розеточка, тот же самый вот это вот задний световой эффект с лентой Tapo. Это очень красиво. Также, смотрите, когда вы возвращаетесь домой, есть разные камеры. Я вам показал одну камеру, которая у меня стоит. Я хочу 225-ю. То есть, когда я возвращаюсь домой, она идет в приватный режим. Объясняю. То есть, я зашел, бам, включается режим приватности, отключается полностью какой-либо стриминг для того, чтобы никто не мог подсмотреть. Потом, какие у нас еще варианты есть? Мы сейчас еще в приложении посмотрим. Например, в 8 утра включить розетку кофемашины. То, что я говорил, если у вас кофемашина с автоматическим, допустим, с автоматической готовкой кофе. То же самое на лесенке включать свет, да, поставить эту штучку, которая у нас датчик движения, и с этим умным датчиком будет включать свет. Это очень круто. Те же самые варианты, видите, они здесь более расширенный вариант. Если влажность ниже 30%, и если окно закрыто, то тогда включить розетку, в которой включен увлажнитель. Я хотел бы, чтобы TP-Link сделал этот увлажнитель. Я прям жду его, но пока использую определенно другой. И при этом мы можем использовать два типа датчика. Я уже показывал, тот, который с отображением и нет. И есть огромное количество шаблонов. Какие шаблоны у нас есть? Мы сейчас на моем смартфоне. Есть очень быстрые шаблоны в рекомендациях. Например, подготовка ко сну. Приглушите свет в спальне и отключите все остальное освещение устройства в доме, чтобы хорошо выспаться. То есть покинуть дом. Когда вы покидаете дом, он отключает свет, отключает электроприборы, отключение приватного режима на камерах. То есть камеры становятся в режим наблюдения. И робот-пылесос приступил к уборке. Это то, что уже готовые есть варианты. Вам просто нужно выбрать устройство. Киноночь. Создайте идеальную атмосферу. То есть включение, настройка освещения, отключение света. То есть это все делается в автоматическом режиме. Ночной сон, то есть отключается свет, электроприборы, и можно хорошо выспаться. То есть, как они пишут. Теперь дальше. Автоматическое освещение в гараже. Видите, доступно 7 устройств. То есть я могу задать здесь закат, когда, от заката до рассвета, либо в какие дни, либо всегда должен гореть. Когда, например, открыта гаражная дверь, у нас включается и настраивается освещение. Автоматизация по уходу из дома, геозонирование. То есть в данном варианте мы можем выбрать местоположение ваше. И когда вы будете вне этого местоположения, он будет отключать свет, отключать электроприборы, отключение приватного режима, и робот-пылесос может убирать. Вы можете что-то выбирать одно из этих.
Автоматизация контроля влажности, управление светом через умную кнопку, автоматическое освещение в гардеробной, это тоже можно сделать. Тут все зависит от того, что вы хотите реализовать на самом-то деле. Напоминание об открытой двери. Классная тема. Например, окно забыли закрыть, ушли, он там раз через время. Ребят, а у вас там окошко-то открыто. А теперь вы знаете вот этот вот момент. А выключил ли я утюг? Вот с умными розетками этот вопрос никогда вас волновать не будет. Потому что хотите приколоться над своими друзьями? Вот я именно над подругами. Вы ходите или над женой, или над подругой. Вы ходите куда-то, едете достаточно далеко. Потом говорите, слушай, ты не выключила утюг, я точно помню. И все. Я вам говорю, вам гарантировано веселье. Теперь автоматическое отключение — это просто, когда оно по расписанию будет отключаться. Ночное освещение, одновременное включение-выключение разных устройств, пробуждение на рассвете. Здесь у нас просто-напросто включается освещение, напоминание об открытой двери, тут еще чего-то есть, слушайте. Ну и нажмите кнопку, чтобы включить тревогу. Я вам уже рассказывал, я для дочки настраиваю, дочка, допустим, дома что-то там, она видит в окошко что-то не так, она квак на кнопку, дом у меня действительно там, это у меня летний домик вообще там на самом-то деле, там квак и все, и поехало у нас тревога. Я получаю уведомление, сажусь и еду на машине. Все. Очень классно все сделано. Какие еще устройства есть? Например, я обратил внимание на термостаты. Если у вас есть батареи радиаторные, то можно использовать клапаны термостатные. То есть это тоже очень классно. В разумном доме у нас пока что есть пылесосы, переключатели, лампы, камеры, датчики. В общем, я настолько сильно в них погрузился и настолько сильно рекомендую, что вот прямо обеими лапами за. Все ссылки в описании под видео. Подписываемся. А с вами был Bubble на канале Технозон. Пока.